Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня знакомлю вас с потрясающим рецептом творожной плетенки с яблочно-лимонной начинкой. Лично я считаю, что это самый лучший рецепт творожного теста. Я напоминаю вам, что весь рецепт будет находиться в описании к этому видео. Нажимайте стрелочку вниз, справа от названия, вам откроется описание и внутри вы все увидите. Подготавливаем 260 грамм муки, 200 грамм пастообразного творога без крупинок. Если у вас такого нет, то протрите творог через сито, либо взбейте погружным блендером. Одно яйцо, 80 грамм сахара, 7 столовых ложек растительного масла, 1,5 чайной ложки разрыхлителя ваниль. Для начинки она у нас будет яблочно-лимонная. 2 лимона весом у меня 300 грамм, 2 больших яблока у меня весом 550 грамм, 90 грамм кукурузного крахмала, 250 грамм сахара и немножко воды, у меня примерно полстакана. Тесто готовится супер просто и быстро. Добавляем к творогу яйцо, ваниль, растительное масло, сахар, разрыхлитель и перемешиваем. Высыпаем муку, замешиваем тесто ложкой несколько секунд и потом вымешиваем руками 1-2 минуты. Долго не вымешиваем, иначе вырабатывается глютен и потом, как следствие, выпечка будет тугая. Вот такое получается мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. Помещаем его в миску, накрываем пищевой пленкой и в холодильник на 1 час. За это время будем готовить начинку. Яблоки и лимоны тщательно моем, разрезаем на четвертинки. В яблоках удаляем сердцевинку и веточку, а в лимонах, если есть необходимость, то большие косточки также удаляем и хвостики. Теперь без разницы, либо яблоки сначала взбивайте, либо лимоны, можете перемешать и то, и другое между собой, взбить сразу. Я делаю по очередности. Сначала лимоны и смотрю, какая консистенция у них. Если они немножко суховаты, то добавляю немножко водички. Так и лучше взбивается, и как следствие начинка будет более сочной. Примерно вот такой консистенции должны получиться лимоны и яблоки. Если у вас нет блендера, можете измельчить через мясорубку. Когда все измельчили, переливаем все в сотейник с толстым дном и потом будем варить. К фруктовому пюре добавляем сахар и кукурузный крахмал. Я рекомендую вам полностью перейти на кукурузный крахмал, он никогда не подводит, не ощущается в рецептах и хорошо ведет себя в приготовлении. Когда вы добавили крахмал, важно очень хорошо вымешать, чтобы нигде не было крупинок. И постоянно помешивать, варить 7-8 минут до густоты. Помним, что крахмал имеет свойство оседать на дно, поэтому нужно постоянно, повторюсь, промешивать, чтобы он не подгорал. Так как сочность фруктов у всех разная и масса может быть жиже, чем я показываю сейчас, за счет этого вам понадобится добавить еще немножко крахмала. Разведите в холодной воде, не в горячей, крахмал 1-2 столовые ложки, перемешайте хорошо, чтобы не было комочков, вылейте основное пюре, перемешивайте и варите еще 3-4 минуты. Чтобы начинка была гуще и было с ней удобно работать, я рекомендую хорошо охладить начинку. Для этого переливаем в посуду неглубокую, накрываем пищевой пленкой и охлаждаем. Если у вас холодно на улице, то охлаждаем там. Но так как у меня в течение года погода плюс-минус одинаковая, 19-20 градусов, мне такой вариант не подходит. Я наливаю холодную воду в раковину до высоты бортиков посуды и охлаждаю примерно 1 час, пока за это время находится тесто в холодильнике.
Тесто достаем из холодильника и нарезаем на 4 равные части. Каждую часть обкатываем в шарик. Каждый кусочек теперь раскатываем. При необходимости припыляйте поверхность немножечко мукой, но с тестом удобно работать, поэтому много муки не понадобится. Раскатываем до средней толщины, слишком тонко не раскатывайте. Можно нарезать обычным острым ножом, а можно вот таким красивым фигурным. Разрезаем на 4 части. Теперь внимательно. Представьте, что это вот такой у нас получился треугольник. И делаем 4 надреза по боковым сторонам. Главное, чтобы они между собой наверху не соприкасались. Вот так должны выглядеть надрезы на каждой заготовке. Начинка хорошо загустела, и теперь выкладываем ее на тесто. Выкладываем по 2 столовые ложки начинки, обратите внимание, куда я ее выкладываю. Начинку распределяем по центру и доверха, но внизу отступайте небольшое расстояние, около 1 см. Берем за край одной стороны, накрываем начинку, прищипливаем у основания, сбоку накрываем второй стороной и прищипливаем хорошо основание. Для красоты немного подравниваем основание, буквально 1-2 мм. Вот такая красивая заготовка отправляется на противень, выстеленный пергаментом. Обрезки ни в коем случае не выкидываем, добавляем к оставшимся кусочкам теста и потом уже будем раскатывать. Дальше проделываем все то же самое. Я выложила по 8 заготовок на противень и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусов режим вверх-вниз 20 минут. Как видите, плетенки нежно подзолотились, начинка прекрасно себя ведет, не вытекает и не подгорает. Вместо лимонов можете использовать грейпфрут, также мандарин и апельсин. Пока остужается первая готовая партия, вторую отправляем печься в духовку. На этом потрясающие творожные плетенки готовы. Посыпаем сверху сахарной пудрой, угощаем себя, любимых родных, друзей и близких. Когда я только впервые их приготовила, я жалела, почему я не готовила их ранее. Они настолько вкусные и ароматные, что не передать словами. Когда они готовятся, аромат стоит на весь дом. Сначала немножко ванильный от самого теста, а в конце выпечки уже цитрусовый. Они очень мягкие, мягкие, мягкие. И на первые сутки, и на последующие. Когда вы попробуете, вы не ощутите приторной сладости, либо наоборот яркой кислинки. Нет, это что-то такое нежное, слегка уловимое, то есть не приторно-сладкое, как легкий заварной лимонный крем. Очень вкусно, настоятельно рекомендую к приготовлению. Спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Мне приятна ваша поддержка, лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Желаю вам приятного аппетита и до скорой встречи!